выходим из лайнера в городе Малага, и тут вообще настоящий терминал большой, гигантский. Так что у нас тут эти... Ну вот поэтому мы через 6-й этаж сразу и Вот, вышли. так и выходим на верхнем этаже. Сейчас пойдем искать наш автобус, мы едем на экскурсию. Едем на экскурсию. Погода такая, которая так-сяк мы не знаем, что это выйдет. С утра вообще лил дождь по полному, пока мы там утренний завтрак парали. Но сейчас улучшилась, конечно, погода. Тут нет дождя, но прохладно. Да. Ветер. Да, тут терминал большой, хороший. Ну да, мы тут еще не были в этом порту первый раз. Это корабль тут стоит. Улучшилось сильно, кстати. Тут каждое И утро на синее небо. И сейчас у нас тут хороший автобус ждет. теплое отделе. Yeah, we have the bus for us completely. Hello. Hello. Much. Granada was a political center of the power of the Kingdom of Nasrid, the last part of the Islamic dominion in Spain. We had them 800 years. So they found here the example how to build it. But this part, ladies and gentlemen, was covered by the sea. And in the 19th century, they started to cover it and they started to build administrative buildings. So we have the town hall, representative of Baroque style. Then we have Bank of Spain, which is the classic style, a Renaissance. And then Mudéjar, this is the headquarters of university today, but it was built as a post office. Okay, Mudéjar. Okay, Mudéjar, this is the style which is the mix between the Arabic and Christian styles. Museum of Malaga in the building of Aduana, that means the customs house, because the sea was reaching here, so everybody who came to the port of Malaga had to pay the taxes. The illumination is really very famous, and the people they make the trips, okay, of Spain, all Spain to see the Malaga's illumination. All these are the almond trees. So Andalusia, together with California, we are also the suppliers of the almonds. There are 14 degrees outside, okay? Приехали в горы смотреть дольмены. Поднялись на уровень 1000 метров над уровнем моря. Но сегодня идет дождь и такой туман, что не видно 5 метров перед нами. Так что поход не состоится. Немножко можно видеть камни, очень красивые. Но пойдем в музей, посмотрим фильм хотя бы об этом месте. И на улице 14 градусов. Да. После да. Канарских островов здесь, конечно, очень прохладно. Совсем другое, да. Другой мир. Но очень красивые горы. Пока мы поднимались, и была видимость, Видно очень камни. красивые. Камни красивые были. Ну, жалко, не видно. Ну, может, еще развеется. Сколько у нас тут стоянка? 1 час? 1 час возьмем тут. Ну, хорошо. Да, вот Малага, А вот антикера. а вот только Антикера, вот то есть, да, Смотровой площадки. точно. Да, Камни вот маршрут. красивые. Видел, какой мы могли сходить? Ну да. Жалко, не пойдем. Ну да, вот мы тут. И видишь, ты можешь везде ходить. Ну да. Зона очень большая.
Объясняет тут, как сформировались эти камни. Тут первая фаза объясняет, вторая фаза. И третья, вот финальная, то, что мы смотрим сейчас, эти камни. В том месте нашли старинные всякие предметы древних людей. Мы приехали смотреть горный массив Торкаль. Здесь 4000 лет назад уже жили люди в этом месте. И вообще эти горные массивы из кальция образовались в этом месте, когда ушел океан, и с помощью дождя, с помощью воды камень принимал очень причудливые формы. Этот парк, здесь можно гулять, где-то за 2 часа можно сделать 3 километра тур, и чтобы видеть эти горные массивы. Вообще мы сейчас на уровне 1000 метров над уровнем моря. И так как сильный туман, мы можем дойти только до этой маленькой смотровой площадки и увидеть горы вокруг нас. Но они очень интересные, формы очень причудливые. Вот нет совсем ветра, но очень холодно. Гуляйте вместе с нами. Сейчас вокруг нас очень густой туман, но все-таки можно немножко видеть этих уникальных гор. Они приняли очень причудливые формы, и только из-за дождя, из-за тумана, из-за воды камень понемногу менял свои очертания и превращался в такие скалистые, каменистые глыбы. Вот. И очень интересно тут находиться. И вообще это место уже было известно 4000 лет назад. Ну вот, нам объяснили, что мы здесь на 1000 метров высоты, и что там на самом деле здесь очень важно, круглый год. Ну и 40 дней в году здесь туман, а остальное, в общем, влага, потому что с моря поднимается здесь воздух влажный, охлаждается, и здесь все время еще влажно. Значит, мы идем по городу, как называется? Антикера. Антикера. Так что вот лед так лед. Лед так лед. По полному. 14 градусов. Машины нас тут давят почти. Но мы все равно идем целой группой. So it was like a cradle, and it was like a force, and it was like a political power of the government of the town. Okay, and it's always uphill, surrounded by the walls. Okay, the rest of the people, it's always like hanging close to this fortress. Okay,
Come closer, please. Come to me. Come to me. Come to me. That's it. Oh, hey. So the people, they still maintain their own things, you know, their own traditions, their own folklore. Okay, so we have seen the doors, they were open. Even in this rain, the doors, they are open, because we have the typical Andalusian house, which is the entrance hall, and normally there are the grills, and the air flows to the small open air courtyard, to the courtyard Andalusian patio. Okay, we have the small fountain there in Pluvium from the Roman villas, which collects the rainfall water, and we have a lot of plants. They are maintaining the fresh air running. So we have like an air condition, which is really air conditioning, which is very natural. Она тут объясняла, что в городе, вообще-то очень старинный город, где находится 40 монастырей в этом городе. Прям в самом городе или в окрестностях? Нет, в самом городе, да. Симпатичная улица, видишь? Очень красиво. Что-то Вот если бы было бы солнце, да. было бы просто классно. You don't close the doors. Ага. Это обычай, здесь люди вообще не закрывают двери. Все двери открыты, вот если что же. Вот. Опять дверь открыта. Видишь, какие люди. Ну да, все открыто. Ну да. И гаражи открыты. Гаражи открыты, здесь все двери открыты. И здесь налево, и здесь направо. Вот. Здесь тоже. Но они знают, что сюда не доехать просто так. Мы в самом центре тут находимся в горах. Но она сказала, что это совсем не туристическое место. Ну вот, открылся вид просто замечательный. Феноменальный вид. И тут, конечно, видно, где все эти 40 монастырей. Все монастыри, их видно просто так. Какой чистый. Ну это, ну да, это по дому. Да? Le voy a ir dando un bocadito de diferentes sabores de aceite de oliva hecho a mano, ¿vale? Para que no tengas Так, Мы пришли в местный магазин. Это фабрика печенья, конфет из миндаля и миндальной муки. И нам угостили такие печеньки, которые просто тают во рту. Очень вкусно. Можете посмотреть цены. Здесь все из миндаля. Потому что деревья, миндальные деревья здесь растут повсюду. Это одна из больших плантаций в Европе. Миндаля. Con chocolate y todo, echarle, ¿vale? Pueden coger lo que quieran y pasar. Город очень красивый. Sunny, don't go anywhere. Believe me, I'm not leaving you guys now. I think so. Ladies and gentlemen, I don't have the list of your names. I don't have your telephones, okay? So please see the umbrella. Even though if it's not raining, I will be opening it. Okay? The blue umbrella. Ladies and gentlemen, we are in the main square of Antequera. It's called Coso Viejo. Coso Viejo, that means the place where the corridas were held before building the special buildings for the corridas. Okay? Not only in Antequera, it was everywhere. Okay, so it was everywhere because, well, corridas, they were started to be organized in the 16th century already. In the 18th century, we started to have really modern corrida.
which was different than the before. And we started to build the buildings, special buildings for the bullfight. Okay, so it was apart from the 18th century, but before it was always in the squares, the main squares of the towns. Okay, that's why corso that means the running. Okay, corso means running. Correr. Okay, corrida also means the running with the horse. Ужас, очень красивый. Вот площадь такая. И церковь большая. Пришли такую улицу оригинальную, что здесь тротуар на высоте. Пешеходная трасса на высоте. Вот это да. Просто удивительно. И все двери открыты. Красивая улица. Ну да, там видишь, вон куда идет есть. Ну да. А, ну вот это. А, ну вот. Вот тут они поднимались. А, вот дольмены наверху. Вот они. Видишь, пойдем. камень как-то большой? и снизу увидим. Может, не пойдем в Монтеланце? Ну да, у нас не очень много времени. Но вот они там и стоят. Совсем наверху. Этот город Антекера, он очень центр, очень красивый. Как вы видите, тут все дома так построены со стилем. С балкончиками такими особенные. Церковь 17 века просто. Все вписано в улице, и ты гуляешь. Очень красивый город. Красивый город. Примерно 50 километров от моря. Там было. Ну вот, пришли в наш автобус. Ну, хорошая Вперед. прогулка была, очень хорошая прогулка. Мы получили много удовольствия, если бы еще не было дождя и тумана. Еще было бы лучше. Но, конечно, очень интересно здесь. So have a nice continuation, and I wish you better weather, of course, and I hope I will see you again. Goodbye, everybody. После дождливой экскурсии возвращаемся домой, в кабинку, где нас ждет наш лайнер горяченький, тепленький. Ну да, 13 градусов и разгуляешься. Да, 13 градусов мало. Hello. Ну да, наш корабль, мы еще тут. Наша поездка продолжается, мы уже в Испании. Проехали все Канарские острова, но Испания тоже очень даже интересна для портов. По набережной около порта. Здесь много ресторанчиков вокруг. И очень красиво, все к Рождеству подсвечено. Цветочками, видишь? И очень интересно тут гулять вечером. Все освещено, крепость на горе.
порт. Как красиво сделали, устроили. Здорово просто. Вообще костер. Здорово. Ну да, это в Голландии Да, так чтоб на согревать. улице. Все сидят на улице с такими штуками. Здесь меню. Пицца. Салоники, греческий ресторан. Пицца 12, 13, 14 евро. Барбекю 17 евро. Неплохо. Ну да, Место очень красиво. греческая таверна. Ну вот мы решили аперитив сегодня снова выпить. У меня пиво Budweiser, а у тебя Шприц апероль. Апероль шприц. Да. Отлично. Это наш день в Малаге. Да-да. Наше путешествие в дождях и в туманах. Малаги. Малаги. Never